В ваших отношениях не все ладно, и как-то вот вам все время тяжко, и маятно, и непонятно. И вы обращаетесь к гадалкам, ясновидящим, к другим разным метафизикам, чтобы разобраться, уходить или нет. И это не про мистику, это про состояние. Состояние, в котором вы настолько запутались и потерялись, что уже не верите собственным ощущениям, уже не верите собственной душе или собственной логике и нуждаетесь каким-то показателям свыше. Как будто бы вы ждете, что кто-то другой даст вам разрешение быть собой, даст вам разрешение на ваши собственные нужды и скажет: да, все, это полная херня, уходи, или нет, ну все нормально, оставайся. И я вам хочу сегодня дать очень серьезную поддержку в этом вопросе. Решение здесь есть. Оно не легкое, к сожалению, не автоматическое, когда вы заполнили ответы на вопросы «да» или «нет», и в конце вам дали результат «уходить» или «оставаться». Но в этом эпизоде я вам предлагаю ряд техник и подходов, основанных на психологии, на нейронауке, на опыте моих собственных клиентов и моем собственном, который вам поможет принять решение, уходить или оставаться. Начать я бы хотела с основных признаков, что с отношениями что-то не так. Ну, во-первых, конечно же, если вы заметили, что вы больше, чем один раз в своей жизни обращаетесь с одним и тем же вопросом к гадалкам, ясновидящим, к подругам и друзьям, к психотерапевту с одним и тем же вопросом: «О, что мне делать с отношениями?» Уже явно что-то не так. Теперь главные научные признаки. Отсутствие физической безопасности. Тот самый физический абьюз, когда вас бьют, обижают, притесняют, угрожают вам, не дают денег, манипулируют вами. Это первый наикраснейший флаг, который очень очевиден, и его увидеть достаточно легко. Второй флаг – это эмоциональная небезопасность, эмоциональная угроза вам. Вот тут очень такая мутная вода, которую определить трудно. Потому что, ну, не бьет же, ну и все нормально. Но при этом вы замечаете, например, что вы все время ходите на цыпочках, вы очень аккуратненько обходите любые темы, которые могут вызвать конфликт. Вы очень гибки и приспосабливаетесь ко всему возможному, потому что любая острая тема может вызвать взрыв, и вы этого опасаетесь. Это и есть эмоциональная небезопасность. Если вы так себя чувствуете, это очень серьезный красный флаг. От эмоциональной небезопасности до физической небезопасности один шаг, и он очень короткий. Отсутствие контакта с вашим партнером в отношениях. Что это значит? Вы совершенно не в курсе, что происходит в его жизни, он с вами не делится, он не посвящает вас ни в какие детали, ни в какие подробности, ни эмоциональные, ни какие-то профессиональные. И то же самое по отношению к вам. Происходит какое-то серьезное событие в жизни, вы долго готовились к этой презентации, презентация прошла, человек даже не поинтересовался, а как там все было. И если вы сами инициируете контакт и говорите: о, у меня было все вот так, он говорит: классно, и продолжает делать свои дела. То есть вы все время чувствуете, что до вас никому нет дела в отношениях. Это очень серьезный звоночек. Дисбаланс вложений. Что это значит? Вы постоянно заботитесь, вы находите варианты, вы бросаете все свои дела ради этого человека, вы делаете все, чтобы ему было хорошо или ей было хорошо. Вы все посвящены этим отношениям, а в ответ тишина. Или прохладноватая: спасибо. Или прохладноватая: ну на тебе воды в ответ на твой ужин из 7 блюд. То есть вы постоянно чувствуете перевложение. У этого есть еще одна неприятная сторона, что через какое-то время таких перевложений, или как их еще называют, дисбаланс вложений, вы можете заметить, что вы начинаете злиться, у вас начинается агрессия, вы этого человека уже начинаете ненавидеть тихонько или даже не очень тихонько. Этому есть логическое обоснование, это типичная небезопасность для вашего выживания. Когда вы выкладываетесь очень много, он начинает включать предохранитель, чтобы вы не выгорели, отдавая себя всю другому. Еще один знак, что с отношениями все не слава богу и надо принимать решения, это когда вы ловите себя на том, что вы постоянно думаете об этих отношениях. Вы в кино с подругой,
а полкино пропустили, потому что вы думаете, а где он сейчас, а что с ним происходит, а скучает ли он по мне, а сейчас приду домой, а он заметит, что меня не было или нет, а вот позавчерашняя ссора, а вот чем она закончилась. Вы читаете книгу и понимаете, что на 25-й странице вообще не следите за развитием сюжета, а все время думаете об отношениях. Посмотрите назад на свою предыдущую неделю и подумайте, оцените, сколько времени вы думали об отношениях. И если это больше, чем 10% времени, есть о чем задуматься. И еще один знак – это нездоровая динамика ссор и примирений. Не поймите меня неправильно, нет отношений, которые все время все в радужных пони и облаках. Конечно, в любых взаимодействиях между двумя людьми бывают какие-то трения, несогласия, потребность что-то прояснить. Это абсолютно нормально. Но если вы заметили, что у вас все время вот так вот, вы сначала ругаетесь, как кошка с собакой, потом миритесь так, что там на Мальдивы покатились вместе и завесили весь Инстаграм красивыми картинками. А на Мальдивах опять поругались, бросали друг друга кольцами, лыжами и всем чем угодно. Если это про вас и про ваши отношения, это тоже очень нездоровая динамика, и есть о чем задуматься и посмотреть, не пора ли принимать решение уходить. Ну, а теперь переходим к основной части. Как же принять решение о том, чтобы уходить? Как я уже сказала, к сожалению, на свете пока не существует универсального опросника из 100 миллионов вопросов, пройдя который вы получите ясный ответ. Вам нужно расставаться или вам нужно идти к психотерапевту и в парную терапию и чинить ваши отношения. Что мне очень нравится в качестве подхода, сама я через это прошла и использую теперь это с моими клиентами в коучинге, это серия вопросов из книги Миры Киршенбаум. На английском она называется Too good to leave, too bad to stay. Слишком хорош, чтобы уйти, слишком плохой, чтобы оставаться. И ее вся книга построена именно в таком формате, что возьмите тетрадку, возьмите книгу и отвечайте на все вопросы спокойно и раздумчиво. Она в этой книге приводит очень много примеров и предлагает вот такой вот рефлективный подход. Я в описании к этому видео помещу все ее эти вопросы из этой книги, переведенные на русский язык для вас в формате такого вот опросника. Вы можете скачать, посмотреть и ответить для себя. Сейчас я вам предлагаю просто как пример несколько таких вопросов. Первый и самый классный вопрос, прямо сейчас остановите это видео, ответьте себе на минутку. Если представить себе, что вы расстались, вы чувствуете облегчение или острую грусть? Подумайте. Следующий вопрос. Когда вы рядом с этим человеком, вы чувствуете, что вы истинная вы, истинный вы? Вы можете быть настоящим собой рядом с этим человеком? Или вы вынуждены играть какую-то роль, которая вам совсем не нравится? Между человеком, с которым у вас отношения, и вами есть ли уважение? И что это значит для вас? Что такое уважение для вас? Когда ваши интересы ценятся, когда ваши нужды распознаются и их принимают в расчет, когда с вами согласовываются какие-то важные, серьезные решения. Это, например, мои определения уважения. Ваши могут быть другими, и если вы дадите эти определения, скажите себе, вы чувствуете, что у вас в отношениях есть уважение? Когда у вас какие-то успехи, и вы видите свой собственный рост, ваш партнер поддерживает его? Или подсознательно или сознательно, тайно или явно его саботирует? Когда вы прыгаете до потолка от какой-то успешной презентации, какого-то успешного проекта, он вместе с вами прыгает или сидит и гундит, что это была просто какая-то слепая удача, больше у тебя никогда так в жизни не получится, да что ты придумала, да это какая-то херня, так не бывает, так это не работает. Радуется этот человек вашим успехам и вашему росту или саботирует его? Ну и, наконец, ваши отношения, они приносят вам энергию, они делают вас более живыми, они делают вас более влиятельными, более яркими или высасывают из вас энергию, лишают вас сил. Вы входите домой в эти отношения, и вы чувствуете, как прямо воздух из вас выходит. Вот эти только несколько вопросов из серии вопросов из книги я вам предлагаю
рассмотреть и для себя ответить. Тут, к сожалению, тоже нет такого. Если вы ответили нет на большинство вопросов, то ответ очевиден. Опять же, в каждый момент времени каждый принимает решение для себя. Но ответив на эти вопросы честно для себя, вы можете получить намного большую ясность, чем от любой гадалки или от любого астролога. Я вам честно признаюсь, я тоже была в отношениях, где металась между, ну, не так все плохо, не бьет, не пьет, и тем, что, Господи, я больше так не могу. Уйти было дико страшно. У меня ушло больше года на то, чтобы принять это решение. И на самом деле вот эта книга Миры Киршенбаум была для меня, знаете, таким катализатором. Когда я ее нашла и проработала, мне наступила ясность. Мне заняло, конечно, еще 1,5 месяца окончательно выдернуть вилку из розетки, но ясность– это очень большой фактор в принятии такого решения. И я вам сейчас скажу, 4 месяца спустя я ни секунды не пожалела. Все изменилось настолько, и в первую очередь, конечно же, ко мне вернулась энергия, силы жить и радость жизни. Поэтому, если вы себя узнали в том, о чем мы сегодня говорим, если вы тоже пребываете в таком состоянии, когда из вас выпустили воздух, когда вы потеряли себя, вы себя не узнаете, что с вами происходит, но смотреть в будущее и думать, а как же я буду, мне туда еще страшнее, то знаете, что вы не одни. И знаете, что это абсолютно нормальное состояние. У нас столько существует много факторов, по которым мы не можем уйти из отношений. У кого-то дети, у кого-то материальное, у кого-то здоровье, у кого-то географическое, у кого-то что-то еще, да миллион разных причин, по которым невозможно просто вот так, все, я устал, я мухожук. И это абсолютно нормально. Я хочу, чтобы вы знали, что я здесь, я могу вам с этим помочь. Я работаю индивидуально. Записаться на консультацию можно по ссылке в описании. И на самом деле мое новое возвращение на этот канал сейчас будет все об этом. Как себя поддержать, как себе помочь. И принять решение уйти, и начать уходить, и продолжить уходить, уйти и не вернуться. На эту тему будет много видео в ближайшее время. Поэтому не забудьте подписаться, если вы на этом канале впервые. Если вы уже со мной давно, просто нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Помните, что вам все можно. Быть счастливой, жить и радоваться, жить наполненной жизнью вам можно. Потому что, по моему опыту, это на самом деле самое первое, что больше всего страдает. Вот это чувство вообще, а что мне положено по жизни-то? Может, мне уже вообще ничего не положено? Может, я тут с жиру бешусь? Нет, вы не беситесь жиру. И если это видео вам отозвалось, то, возможно, вам не все гладко, и вам нужно снова начать себе разрешать хотеть именно того, чего вы хотите. Подождите, уходите. Я забыла самое главное. Вне зависимости от того, какое вы примете решение, уходить ли, оставаться ли, я никуда не деваюсь. Я здесь, я вас поддержу. Смотрите 2 следующих эпизода. Что не делать, если я принимаю решение остаться, как себя поддержать, как себя обезопасить. И, конечно же, большое, роскошное видео, полноценная инструкция, шаг за шагом, как подготовиться и уйти. Вот теперь уже действительно все. Помните, любое из ваших решений имеет абсолютное право на жизнь, жизнь ваша, и решать только вам. Никто вам не может диктовать.